Вы знаете, я тоже буду кратко. И, во-первых, я хотела поддержать Марину Леонидовну. Я с ней абсолютно согласна. И хотела сказать следующее, что у нас сейчас почему-то как-то очень принято все время ссылаться на то, что было в советское время, и что надо повторить то-то, надо повторить это. Почему-то совершенно игнорируют, что был совершенно другой социально-экономический строй. И забывать о самом главном, да, что была советская власть, были социалистические отношения, и не было эксплуатации. Сегодня у нас совершенно другой строй, и поэтому не случайно первая дисциплина научная, которая у нас была ликвидирована, гуманитарная, это была политэкономия. Я всегда студентам объясняю, что ликвидирована она была именно для того, чтобы люди не поняли, в какой строй нас свергли и что нас строят. Поэтому надо говорить, так сказать, да, совершенно откровенно. Я думаю, что нам, в общем-то, действительно пора спуститься с небес на землю и говорить о реальных проблемах, которые перед нами сегодня стоят. Значит, во-первых, я хотела бы напомнить, что когда в конце 80-х, 90-х годов происходила перестройка, то речь шла об очень простой вещи. Да, встроить нас пока что как суверенный субъект, по крайней мере, субъект, который действительно сохранил какую-то свою суверенность, вот в этот глобальный капиталистический мир. И я хочу сказать, что именно здесь, в ММО, в то время, в середине, вернее, в конце 80-х годов, я это помню, как он лидировал как раз в плане исследований транснациональных корпораций. Это был как раз период, когда корпорации они переходили на уровень фактически передовых субъектов мировой экономики, мировой политики. И здесь именно в ММО занимались расследованием этих новых субъектов. Значит, когда началась перестройка, все это было свернуто. А транснациональные корпорации перестали говорить как о реальных, да, субъектах экономики и политики, и сюда вхлынула вся эта либеральная ерунда, и фактически мы лишились возможности изучать реальную экономику, и мы видите, она была заменена вот этими мифами, либеральными мифами. И вот под этот шум, такой, да, серый шум этих либеральных пустых идей, происходила следующая вещь, которую очень хорошо описал наш философ Панарин, Александр Панарин, о том, что приватизация всего, что здесь в России, в нашем Советском Союзе было создано, будет осуществляться в два этапа. Первый этап – это приватизация населения, передача всей собственности, которая принадлежала раньше народу, небольшой группе лиц богатых, которые потом стали называть олигархами. А потом второй этап – это изъятие у этих олигархов собственности, передача ее уже глобальному капиталу. Значит, вот сейчас мы присутствуем при этом этапе. Поэтому та модель, которая была принята в рамках капиталистического устройства, в которое нас свергли в начале перестройки, она себя исчерпала, и иначе исчерпала не потому, что она пребывает в кризисе, да, не потому, что, так сказать, она показала свое несовершенство, а потому, что она выполнила свою задачу. Вот сейчас, мы должны это честно сказать и признать, идет окончательная, да, зачистка, идет приватизация глобальной структуры нашей собственности. Поэтому мы видим то, что происходит в промышленности, да, это фактически реальная зачистка. Да, дальше то, что мы видим в образовании, в здравоохранении, это показали эти 2 года, да, это фактически перевод нашего здравоохранения под тотальный контроль глобальной структуры, ВУЗ, который на самом деле является просто чисто техническим инструментом в руках крупнейшей фармкомпании и цифровой компании. И самое главное, значит, мы должны понять то, что происходит в системе управления государством, она переходит на цифровую платформу. То есть сейчас выполняется следующая задача. Марина Леонидовна абсолютно права. Речь идет о том, что почему-то мы очень много, да, говорим про Шваба, про эту великую перезагрузку, но почему-то ее никаким образом не применяем в отношении анализа нашей страны. А здесь происходит то же самое. Значит, что предполагает это глобальное обнуление? Оно предполагает ликвидацию национальных суверенитетов, национального государства, национальных элит. Поэтому сегодня идет эта ликвидация. Вот ускоренно это был процесс в период так называемой пандемии, хотя это никакая не пандемия, мы видели, что происходило, да, тотальная цифровизация, и сейчас она продолжается, идет полным ходом. Значит, ни один из цифровых проектов у нас не пересмотрен, не ликвидирован, наоборот. Да, у нас убирается все остальное, а это идет. Поэтому, когда у нас реально говорят о новой индустриализации, то это большое лукавство, потому что нам нужна реально индустриализация, чтобы сохраниться. Но этот термин не используют именно потому, что он как бы под запретом.
Так вот, что я хочу сказать, что цифровизация системы управления, цифровизация образования, цифровизация здравоохранения, все эти проекты, они реализуются, ни один не остановлен, причем они реализуются в рамках общего проекта, это не наш проект, это глобальный новый проект. И поэтому, когда мы говорим о том, что нашей стране необходим суверенитет, то давайте смотреть правде в глаза. На чем может основываться этот суверенитет? Этот суверенитет, в первую очередь, должен основываться на своей суверенной идеологии, на своей суверенной системе ценностей. Есть она у нас? Нет. Потому что наше мировоззрение, наша система ценностей, она полностью вписана вот в этот вот либерально-оккультный проект. И не случайно и наша церковь, да, руководство нашей церкви незадолго перед всем этим процессом в 2016 году фактически окончательно лишили какого-либо суверенитета, потому что Голландская уния, она фактически поставила крест на нашем православном богословии. И у нас осуществлен перевод на западную теологию, поэтому теология была превращена в науку, хотя богословие никаким образом не может быть наукой. Да? То есть даже то, что вот должно было лежать в основе нашей системы ценностей, потому что мы знаем, что и советская этика, наша советская мораль выходит корнями в христианскую мораль, все это было фактически ликвидировано. Поэтому сегодня мы пребываем в полном идеологическом, мировоззренческом вакууме, нам не на чем основываться. Единственная идея, которая есть, да, национальный единство, патриотизм, так вокруг чего? Вокруг чего? Содержание этого каково? Национальное единство вокруг чего? Этого нет, да? Совершенно, соответственно, гуманитарные наши науки полностью молчат. Да, они повторяют, излагают старые схемы, уже давным-давно, так сказать, как бы изжившие себя, никому не нужные, вот, потому что мы прекрасно понимаем, что та идеология, которая сегодня переходит в глобальный элит, она фактически отрицает гуманизм, не только что христианство, но и гуманизм. Христианский гуманизм, просветительский гуманизм, потому что она давным-давно перешла на трансгуманистические мировоззрение, это оккультное мировоззрение, которое превращает человека фактически просто в экспериментальный объект. Поэтому сегодня наша главная задача, если мы хотим реального суверенитета, да, то это в первую очередь переход, да, возвращение нашей традиционной ценности, традиционного мировоззрения, это формулирование совершенно четких, ясно социальных, экономических задач. И в первую очередь мы всегда подчеркивали принцип социальной справедливости, да, который невозможен без социализации. Признание того, что та идеология, то мировоззрение, которое сегодня исповедуется на Западе, оно абсолютно античеловечно, противочеловечно. Поэтому она будет выражаться не только в форме этого бандеровского фашизма, о котором у нас очень много говорят, но почему-то молкает, а вообще об этом трансгуманистическом, античеловеческом проекте, который лежит в основе любого цифрового проекта, да, и евгенического проекта. Вот чем у нас сегодня занимаются генетики. Именно этим они занимаются евгеническим проектом реализации. Почему об этом молчат? И поэтому я считаю, что если мы сегодня здесь собрались, мы можем сделать что-то конкретное, чтобы наш голос был услышан, потому что в первую очередь мы должны поставить вопрос о том, что мы должны запретить реализацию проекта «Цифровая школа». Потому что проект «Цифровая школа» он лежит в основе образования. Мы получаем студентов, которые не умеют думать именно потому, что они приходят из школы, которые сегодня не являются школой как таковой, нам не дают никакого образования, да? Там программируют, кодируют, что угодно, мы видим это. И сегодня, сейчас наносится фактически последний удар по нашей системе образования школьному, потому что с сентября вступает в силу новый федеральный образовательный стандарт для школы, который легализует фактически эту цифровую школу и делает ее обязательно для всех. Поэтому я предлагаю от имени нашей конференции и в нашей резолюции потребовать запрета проекта «Цифровая школа» как антигосударственного, как диверсионного, да, как наносящего вред здоровью психическому и физическому наших детей, потребовать запрета недопущения федеральных образовательных стандартов и поставить вопрос об отстранении министра Кравцова с поста министра, потому что он фактически реализует антигосударственный проект, диверсионный проект. Да. Именно сейчас, да, когда нужны кадры, именно сейчас, когда подготовка кадров зависит от школы, именно по школе нашей наносится последний удар, да, решительный последний удар. Давайте говорить откровенную правду. Все родительские общественные организации об этом говорят, их никто не слышит. Сколько мы писали заявлений в Генеральную прокуратуру, нас не слышит. Вот, уже Патрушев стал говорить об этом. Давайте тогда, раз уже Патрушев поставил вопрос о советской школе, напомним Патрушеву. Кто ликвидирует эту советскую школу и кто делает невозможным ее возрождение. Спасибо.